Красный – это прежде всего красивый. Она совпала чисто случайно с самой Красной Горкой. Я-то хотел ее назвать просто «Красная». Она такая как бы выставка памяти, наверное, всем моим друзьям, которые вот здесь на Пушкинской 10. Потому что одно из значений Красной Горки – это вот как бы Пасха для тех, кого с нами нет. И одновременно праздник весны у славян тоже назывался Красной Горкой. Поскольку у меня искусство такое структурированное, мне надо было его структурировать и словом в том числе. Появились такие короткие эссе-тексты. Первый – это был саморазвивающийся квадрат. Религиозное начало, которое развивается в крест, потом дальше трансформируется, уходит в круг, превращается, поскольку пространство у нас кривое, он получается в шар, отсюда у Ковальского параллела шар. Восприятие, познание – это отражение окружающего мира, космоса художественными средствами, возможно, как один из путей через саморазвивающийся квадрат. Избранность квадрата в предельной простоте его формы, в пластической его бесконечности, легко преобразующиеся в сложные структуры и формы, извечные символы как западных, так и восточных культур, например, в крест или круг. В четкой выделенности квадрата незримо заложена концентрация энергии, как бы произвольно раздвигающая квадрат, его мощная энергетическая эманация. Центр квадрата при этом является своего рода генератором энергии, стимулирующим воображение и возможности художника. Проникновение одной формы в другую, одного понятия в другую, одной идеи в другую становится необходимым и достаточным условием художественного синтеза. Саморазвитие квадрата происходит не только в пространстве, но и во времени, как любое развитие, как непеременное условие существования любого живого, в том числе и произведения искусства, что есть особая форма живой реальности. Возникающий процесс синтеза таким образом непосредственно включает в себя стрелу прошлое, настоящее, будущее. Это особенно ощутимо при переходе от простых композиционных построений саморазвивающего квадрата в сложные пространственные живописные образы, вырастающие из геометрического центра квадрата и как бы изнутри спровоцированные бесчетными энергетическими лучами квадрата и его осями симметрии. Такой путь художественного слияния конечного «я» художника, бесконечного «я» космоса близок к восточному пониманию «огонь из сердца лотоса». Чтобы дети лазали, ползали. Вообще у меня все работы – это конструкторы. Они собираются все. И выставляются они в разных таких ипостасях, в разных вариантах. Казалось, что надо ввести какие-то циферки, буковки. Да, и я какие вспомнил формы, какие написал на особо не задумывался. То есть это не ребус, а не хроспор. Вверх поднимай. Все снимай. Так, посмотри, у нее там перекладина есть же. Хоть чего-нибудь, какое-нибудь действие это провести надо на выставке. Художники манифесты создают, я думаю, прежде всего для себя. Для того, чтобы объяснить самому себе, попробовать объяснить словом, что же ты делаешь на самом деле.
как говорил Николай Константинович, учитель приходит к каждому, и горе тому, кто его не увидит. План в изобразительном искусстве. Вот. Я привез туда такой триптих свой здоровый, 6-метровый. Он очень яркий. И там эти художники местные, они как увидели, они сразу в сторону, потому что я их забивал там всех. Потом пришел такой старенький человек, вот такой вот, очень похож на Святослава Николаевича Рериха. Это вот Борис Алексеевич сказал. Он говорит, а я вот с этим художником и хочу выставиться. Вот он рядом свои работы повесил тогда. Собственно говоря, с этого наше знакомство и началось. У меня было знакомство с Духовной академией. Мой двоюродный брат Боря Смирнов, старший, монументалку «Мухи» закончил. И он был очень стеснительный. Одно время он сидел без заказов, а он роскошный живописец и портретист. Я говорю, Борь, а что ты не хочешь вот в Духовную академию сходить? Я говорю, я вот недавно там был, а там в коридорах такое количество портретов священников. Он говорит, да нет, я не пойду. Я взял и пошел туда. Познакомился с экономом, с архимандридом отцом Андрианом. Нам, говорит, сейчас профессоров портреты писать надо. Ну и я, значит, Борю привожу, они договорились. Он лики писал, а я фоны. Он научился меня фоны делать и показал вот этот знаменитый мазок Орловский. Это он меня ему научил, и я так стал, потому что вот эта вот фактурность такая крестообразная мазков, она дает некую такую вот вибрацию. Пришел молодой художник такой, и как-то он говорит, вот у меня есть батюшка знакомый в Псковской области, вот он все как-то, у него храмчик повлупился, там вот бы ему евангелистов он написать, а я никогда не писал. Ездили, мы посмотрели, там такой хороший храм, традиционный храм в стиле классицизма, ну, такого провинциального классицизма. Я хотел фреску сделать в древнерусском стиле. Там отец Василий такой, он говорит, да нет, мне надо, чтобы было похоже, и чтобы лицо было пшеничное. Я приехал в Питер, поднял литературу, посмотрел всякие эти изображения, понаделал калек до черта всяких. Потом приехал, сделал эскизы на всех этих евангелистов, натуральную величину 2 с лишним метра. Приехали туда, перенесли их углем. В итоге за лето мы написали 4 евангелистов. Начали мы в мае месяце, а закончили мы в сентябре месяце. Отец Василий, он построил такие леса, вот так, они ходили. Когда, значит, там по углам под евангелистами более-менее была нормальная площадка, ну, наверное, метров 5, если лететь. 5-6 метров, то есть мало-то не покажется. А между ними он вот такие толстенные доски положил, ну, вот какие были по толщине. То есть вот надо было ходить. И мы, когда особенно орнамент делали, вот это вот все ходило ходуном. А когда мы первый раз с Витей туда залезли, я слезаю, у меня ноги трясутся. Я говорю, отец Василий, нам ведь не ходить надо, не сидеть там просто так, работу делать. Он говорит, если Господу угодно, все сделаете, ничего не разваливается, я вас благословляю. И благословил. Так вот храм мы и расписали. Серьезно, росписями, конечно, мое такое глубокое убеждение. И вообще таким настоящим религиозным искусством, таким церковным, должны заниматься люди
духовное. Лучше, чтобы это было так. Потому что одно дело мастерство, а другое дело благодать Божия. Это разные вещи. Русский авангард, он тоже родился с духовных поисков, да, потому что все, и Василий Кандинский, у которого главная его работа называлась «О духовном искусстве», и у Казимира Севериновича Малевича много написано рукой про религиозное искусство. Они не были никакими богоотступниками, они просто искали новые формы подачи. Это то, что связано с истинным знанием, с духовностью. Поскольку вот все-таки чисто классическая росписи, они все-таки плоскостные, да, то вот русский авангард это и взял. И первая выставка в Русском музее, куда Казимир Северинович свой квадрат повесил, это все-таки был угол. И если взять его крестьянский цикл, да, вот эти вот крестьяне на пашне, собственно говоря, это такие иконы, да. Для меня просто вот эта форма, она оказалась, ну, так скажем, наиболее адекватно моему восприятию и моему мировоззрению. Я вообще абстракции не рисую. Вселенная создана по иерархии, структура, структурирована, все мне четко помечено. Кандинский свой последний период, такой геометрический, сказал, что искусство абстрактного быть не может. Может быть искусство предметное и беспредметное. Потому что ничего абстрактного человек сделать не в состоянии. Посредник такой, да, я ничего не выдумываю никогда. Я где-то что-то вижу, где-то происходит какой-то толчок, да, либо это поездка куда-то, либо это встреча с какими-то людьми, прочтение какой-то книги. События, да, которые тебя, собственно говоря, должно привести к некому катарсису. А потом это все происходит уже так, само собой, по накатанной. Иконописи, как искусство авангарда, мы показываем иной мир, понимаете, который не всегда открыт, да, который есть, существует, но не всегда виден, может быть, не всегда на это обращают внимание. Но он существует, и цвета такие есть. Я ничего не выдумываю. В природе встретишь все, что угодно. Я вот был в Туркмении, попал на цветение тюльпанов. Вы можете представить, когда от горизонта до горизонта вот голубое, а рядом вот такой вот цвет с ней. Если отойти очень далеко, как это написать? Локально-голубой синий и локально-голубой красный. Все. Делаю такие этюды, такие наброски очень быстрые. Скорее всего, это впечатление, такой импрессионизм. Переношу цвет, ну, через себя его пропускаю. Вот так вот. Лес, канава, освещенная солнцем. Ну, вот тоже лес рано утром с отражением. Иногда из этих этюдов появляются какие-то большие работы. Вот. Иногда не появляются. Творческие такие, живые. С камня? Да, с камня фотограф. Ну вот в Русском музее тоже философы. Никочка, я перезвоню, ладно?
Был отдел, который назывался «Отдел по борьбе с идеологическими диверсиями». Я помню, была такая у нас выставка в Доме ученых Лесном. Поп-механика Курехина выступала. Тогда еще был у него такой золотой состав. В первый ряд вот пришли представители этого так называемого отдела, и они, значит, сидели, слушали. Им все очень понравилось. Ну, как они нам сказали. Но они все так нормально относились. Мы с Ковальским, когда приходили пропивать очередную выставку в управление культуры, они прятались. Они закрывали все кабинеты изнутри, как будто никого нет. Такая игра. Нас это только усиливало. Все наши выставки принимали выставкомы. Они состояли из официозных художников комитета по культуре. Ну, снимали работы. Но как-то абстракции больше всего проходили, потому что ничего не находили. А у меня работу снимали. У меня одна была работа, которая сейчас вот в собрании манежа. Ее 2 раза снимали. Сначала ее снимали за пропаганду религии, потом ее сняли за издевательствами над чувствами верующих. Работа замечательная. Она называлась «Пишите кровью». Вот такая работа. А в манеже она была под названием «Мастерской реставратора». Ну, «Пишите кровью», знаете, это из Заратустры. Ницше. «Пишите кровью» и поймете, что кровь есть дух. Кровью имеется в виду, что надо отдавать себя полностью, тогда произведение будет наиболее, так скажем, духовным и серьезным. Помещение-то расстреляли, и там был ментовский кооператив «Охрана». И они хотели это все подмять под свои руки, а художников они как бы взять как такая вывеска, да, что вот у них, значит, художники, а все остальное они за большие деньги, ну, они так думали, будут сдавать разным коммерческим структурам. Вот. А часть художников просто оставят таких наиболее именитых, чтобы вот они были, и, значит, под этим прикрытием стричь купюры. Получилось так, что сюда пришли такие бойцы, которые делали уже неофициальные выставки и в 70-е годы, и в 80-е. В какой-то момент мы их стали переигрывать, но они нам помогли в свое время, потому что в 90-е годы разгул бандитизма, и у нас была такая мощная крыша. До этого момента к нам никто не ходил. У нас была одна квартира, где собирались высшие чины районные, так скажем, милицейские и прокурорские. Вот, куда они приходили отдыхать с разными, ну так скажем, девушками. Ну, это была такая крыша, да. Но в какой-то момент наступило, они стали нам мешать просто, да. Потому что, ну, у нас уже первые галереи появились, уже коллекции перевезли. Там вот был Дима Пеликин, я, Ковальский и вот Лариса Улитина. Конфликт интересов, так скажем. Им надо было зарабатывать деньги, а нам надо было расселять художников. Времена уже такие, как-то структурно власть оформляться стала. Ну и посчитали, что это непорядок, что менты содержат в центре какой-то там дом под прикрытием художников, надо их тоже. Ну, пришли, им сказали, но они потихоньку ушли. Слава богу, по-мирному. Они еще долго у нас работали в Новой Пушкинской, начиная от замначальника 5-го отделения милиции, они у нас охранниками работали в кафе «Фишфабрик». Зарабатывали так немножко деньги и немножко нас охраняли. Проект Пушкинской 10, он назывался «Ковчег 21 век». Задача была собрать всех вместе, каждой твари по паре, и на этом ковчеге попробовать выплыть
вместе со всеми в мир искусства, по крайней мере. Пушкинская 10 – это реализованная утопия. Ее не должно было быть, потому что утопии, они редко реализуются. Знаете, я, наверное, какой-то не социальный художник. Все-таки все, что осталось серьезно в искусстве вообще, это все-таки художники такие не социальные. Главное – это попытка тем, что ты делаешь, объяснить окружающий мир, в котором ты живешь, по крайней мере, самому себе. Попытаться это сделать, а уж потом другим.